Значит, Анапурна 3, вершина такая в массиве Анапурны, как ни странно. Вот, значит, ну, третья по высоте, 7555. На нее достаточно давно, там первый раз люди поднялись в 60 каком-то году. Вот, несколько раз поднимались, там 2 или 3 после этого. 2, по идее. Вот. И есть у нее с южной стороны вот такое очень красивое юго-восточное ребро. Вот, его видно на фото. Вот. Вот это массив Анапурны. Третий вершину как бы хорошо не видно, там загребно. Вот. И, короче говоря, это ребро юго-восточное, оно, ну так, считалось, типа, очень сложным. Вот. В 1981 году первая попытка была, с тех пор было достаточно много попыток, даже там с летальными исходами, куча известных чуваков приезжала пробовать. Вот. Но у него не получалось. И я что-то, так как ты себе знал про него тоже, ну, мы обычно все вместе вот выбираем объекты, но, как правило, я там придумываю кучу вариантов, накидываю, и мы уже потом с ребятами обсуждаем. Вот. И я что-то как-то, типа, просто заимел его в виду, этот маршрут, в хорошем смысле слова. Вот. И в Шамани в 2018, по-моему, году я сидел там, культурно отдыхал в компании с нашим другом, такой есть товарищ, и Ник Грациани, известный французский альпинист. Вот. И как-то что-то он там в очередной раз что-то опрокидывал стакан и рассказывал. Вот. И такую фразу выдал: "Everything is possible if you dare enough". Типа, все возможно, если ты достаточно дерзок, или как это лучше перевести. Вот. Но он такой чувак непростой, тоже кучу всего сходил. И я так подумал, в принципе, ну да, что он делаем, говорит. Ну вот, и в 2018 году у Миши на дне рождения мы тоже что-то, видимо, перебрали, да. Сразу стали смелее, да. Сильнее, когда не надо никуда лезть. И, короче, решили, что да, поедем туда. Да, и я еще добавлю, что как-то у нас в 15-м мы с Никитосом залезли на Талунг, такой, ну как, то есть точнее у нас была такая череда, то есть мы в 14-м залезли на Лангшису, этим же составом, этой же тройкой. Вот, это был первый гималайский опыт для нас всех троих, ну, то есть первая там, самостоятельная экспедиция, и мы такие, ну класс, получилось. С первого раза мы залезли в первопроход, у нас там шорт-лист, по-моему, даже ледоруба золотого внесли. Ну понятно, мы там ничего не получили, потому что ну, гора была такая, наряду с другими похожими. Но в 15-м... Да, для первого раза было вообще... У Никиты был первый 6000, нормально. Вот. Потом в 15-м мы с Лавона родилась дочь. Да. И он как это, послушал весла на этот год, а мы хотели ехать на Талай-Сагар в Индию. И там офигенная классная линия по центру стены, мы ее нашли, долго думали, ну, смотрели и выискали то, где вообще 100% нового рельефа на всей стене Талай-Сагара. И нам не дали визу, индусы. То есть нам буквально там может за месяц до планового вылета нам сказали, типа, визу не даем. И мы такие, так, алярм, запасные варианты. И тут что-то где-то там, как обычно, там Никита из своих аналов там достал, а вот типа там Марий Холищик лазил на Талунг, но все влез. У нас было так, мы думали про Талунг, а потом такие, ну Марик на него залез уже, что там лезть? А потом такие, а давай еще раз посмотрим. Смотрим, а он же все облез по огороду. Типа, мы такие, вот, линия стоит, то есть на нее надо лезть. И залез. Тоже второй успех. А потом пошла череда таких годов как бы не очень. Вот. Ну то есть 16-й мы пропустили все по разным причинам. В 17-м мы поехали в Пакистан. Не, у меня была единственная уважительная, у меня дочь родилась. В Пакистан мы поехали в 17-м, попробовали на Кашагрун первый, и там я заболел, была неудача. То есть 45 дней провести в Пакистане и не залезть ничего, мы все такие уехали оттуда как бы демотивированы. Потом 18-й год, мы со Славоном поехали на Броуд Пик, тоже делать первопроход. Никитос поехал с Колином на Хантендри делать повторение там, в альпийском стиле по северной стене. У всех все зафейлилось, ничего не получилось, по погоде тоже типа провал. Второй сезон провальный. Потом мы едем в 19-м. Начали свечку. Да, и мы в 18-м такие, да что ж такое?
замучили все эти провалы, надо уже такой объект найти, чтобы прямо, ну, ух. И нашли Анапурну третью, поехали на нее, опять провал 19. Мы такие, да что ж Да, такое? давайте, раз уже начали рассказывать про 19-й, давайте. Да, значит, раз уже начали рассказывать про 19-й, ну это просто линии, чтобы вы, в принципе, поняли, как гора выглядит. Мы еще, если что, вернемся, там, ну, маршруту расскажем. Да, вот в 19 году мы приехали и, ну, короче, вот, увидели гору первый раз, попробовали на нее залезть. Было, ну, достаточно сложно, но, короче, эта гора такая, что, ну, нам уже сейчас понятно, что с первой попытки, ну, практически нет шансов на нее сходить, собственно, поэтому никто и не залез до этого, и при этом никто, ну, не решился вернуться, еще раз попробовать. Мы, в принципе, из всех, кто пробовал, первый, кто туда приехал второй раз. Вот. Много кто пробовал и типа потом сказал, да ну ему нафиг, да, возвращаться. Вот. Чуваки, которые поставили рекорд высоты, это как раз ребята, которые в 81 году первые пробовали. Болтон и Рич, известные альпинисты британские тех времен. Так вот, они уже, будучи пенсами в 2012 году, давали интервью тоже журналу «Альпинисты», сказали, что, короче, на Анапурне 3 типа более безумного лазания у них не было никогда. Вот. Ну, короче, мы все равно собрались. Вот. Ну, вот в этой точке, вот где эта фотка, где Миша вот на жумаре, ну, на перилах поднимается, вот в этой точке мы развернулись. Это какая-то высота там 6300. Короче, перед этим была такая череда непонятных неудач, мы достаточно долго лезли, плохое состояние низа было, что-то поперемерзали, у меня какие-то легкие обморожения там на ногах начались, вот. Славона, по-моему, тоже, да, что было нормально. Ну и, короче, стало понятно, что нет смысла продолжать, потому что сложное только-только началось, а нам уже всем, короче, плохо. Ну, на самом деле, в том году действительно было правильное решение повернуть. Это был такой знак, наверное, где-то свыше по возвращению в Украину, где-то через 2 или через 3 дня у Никиты родилась дочь. В общем, или на следующий день, но в общем, и, значит, мы спустились, в принципе, все симптомы, которые нам казались там на обморожении, они, по сути дела, подтвердились. Ну, в целом это было, на самом деле, правильное решение. И тут пришел 2020 год, который, по сути дела, дал возможности поднакопить какого-то запала, какого-то там стремления, рвения и так далее. И, по сути дела, вот в 21-м все-таки были у нас и другие варианты экспедиции, другие объекты. Но мы как-то решили, что все-таки нужно возвращаться на Анапурну. На самом деле мы это решили еще в 2019 году, но перед экспедицией в этом году мы как-то уже так были еще там варианты. Продаж, да, хочешь сказать? Да. Нет, я просто, да, поржать. Да, на самом деле у меня история такая была. Я так распланировал все, у меня, как обычно в жизни, куча перемещений, ну и по работе детской, и по спортивным восхождениям. И как бы вроде там дата плановая родов была там типа 5 ноября, я так все просчитал, думаю, вроде все должно успеться сложиться. Вот. Короче, в итоге я 1-го вылетел из Катманду, 2-го прилетел, и вот я зашел домой, поужинал, начинаю говорить, только я прилег на диван, она такая, ну все, собирайся. Да, вот, значит, начало было многообещающим. Поездки. Это в смысле в этом году? Да, в этом году. Незадолго до старта я на вечерней тренировке, короче, упал и надорвал себе связку. Причем достаточно серьезно, и вот так вот выглядела моя нога за 3 дня до вылета. Поехал с такой ногой, посоветовался с ребятами, решили, блин, ну что, типа, пока летишь, ты в тапочках отдыхай, да. Вот, потом, типа, идти в трек не надо, заброска вертолетная, ты уже наверху. А там наверху уже ботинок наденешь, типа 8000, но он больше пойдет. Вот. Ну вот, короче, так и было, в принципе. Я хочу сказать, что у нас обычно следующим факапом после ноги было то, что у нас там, мы прилетели в Покхару,
и оттуда нужно было забрасываться на вертолете в базу. Там, день мы прилетели в Похору, и вечером пошел такой ливень, что залило всю Похору, мы такие, ну интересно, типа начинается. На следующий день мы никуда не полетели, то есть вообще там все горы были закрыты. Потом через день Seven Summits говорят, ну, сегодня летим. Мы такие, куда летим? Типа, все горы закрыты, ну, летим. И, в общем, в итоге нас так забросил не в базу, а, как оказалось, там, на 400 метров ниже. И, в общем, мы там еще 2 дня ходили, как портеры работали, типа, ну, чтобы достичь базы. Ты уже забегаешь. Нет, ну я что хочу сказать, что это... Вот он наш вертолет. Вот они, счастливые пассажиры. Приближаются. Так, сделали промежуточную выброску барахла и нас с господином Фоминым. Полежайка, как самого худого, отправили наверх с первой ходкой выгружаться. На целых 2 килограмма худее нас. А вот этот местный рельефчик вокруг. Да, капец. Да, значит, история какая, тоже если, ну, вот, чтобы вы понимали, как вообще делаются эти вертолетные заброски, то есть вертолет, он не может там на большую высоту закинуть тот же груз, что и на среднюю, вот, и обычно делаются такие челноки, то есть до определенной высоты, там, например, 3200 закидывается весь груз, потом выкидывается его там половина условно, где-то на 3200. Если тебе надо залететь например, на 4600, то на 4600 половина закидывается, потом возвращаешься на 3200 и снова за второй половиной. Вот мы были второй половиной. Сабит сейчас будет забирать нас вторую ходку. Вот. И вот таким макаром мы долетели не на 4600, а на 4200. И дальше Миша уже может хронологии. Тут даже не то, что хронология, просто мы такие залетели и такие, блин, опять какая-то фигня происходит, какие-то на накат, тут нам надо шерпаками работать. Но мы так подумали, что все наши успешные экспедиции, у них всегда все шло через задницу. Вот. И, в общем, в этой было точно так же. То есть вот начиная с этого момента у нас тот план, который мы себе нарисовали в Киеве, вообще все шло не по плану. То есть каждый акклиматизационный выход, он происходил, дай бог, что со второго раза. Вот. На гору мы тоже сидели 11 дней в базе, потом еще до этого там дней 5 или 6 сидели. Ну, то есть все было абсолютно не по плану, сама гора была тоже там в 1,5 раза дольше, чем мы это планировали, но типа как-то все равно всю дорогу было какое-то ощущение, что все классно. То есть вот, какой-то там хлеборез за хлеборезом происходил, но как-то мы к этому всему, вот, все трое относились не так. Ну, понятно, да. Оно там где-то нас там немного отвлечет, но в целом там, двигаемся, и что-то из этого всего получится. Так, первый раз с момента приезда растягивают гору почти до вершины. Не думаю. Потому что под тобой лежит без веревочек. Да, ну, собственно, гору вот первый раз мы увидели такой. За 2 или за 3 дня, я не помню за сколько, мы переносили все вещи наши с 4200 на 4600. Там, ну, перепад относительно небольшой, но все равно груза было много у нас, килограммов 200 с чем-то. И, ну, за несколько ходок переносили втроем. Вот. И уже поселились, устроили базу, и потом через день вот
увидели город первый раз. Это Миша вот снял классную панораму, полупанораму, диораму, да, это называется, района. Короче говоря, вот крайняя справа такая небольшая горка справа. Это плечо восточного гребня, получается, Анапурны 3. Вот, и это вот первый объект, куда мы, уже когда распогодилось, вот когда погода такая стала, первый объект, на который мы планировали подняться, чтобы акклиматизироваться. До вот как бы гребешка, грубо говоря. Вот. Мы уже знали там маршрут, потому что в прошлом году мы уже туда тоже ходили. Ну и вообще в этом районе, в принципе, основной такой момент, который, наверное, с которым столкнулись все, кто пробовал, что очень мало где есть варианты для климухи. И мы первый раз, когда летели, тоже про это как бы прочитали, и такие, блин, что делать? И у нас в 2019 году вообще была там достаточно дебильная схема. Мы, чтобы перестраховаться, мы вначале ездили акклиматизироваться, поднялись там в районе трека вокруг Анапурны, в районе перевала Торанглайс, кто ориентируется. Поднялись нелегально там на 1 шеститысячник, там поночевали прямо на вершине. Вот. И потом только вернулись в Покхов, и уже тогда полетели вертолетом в базу, чтобы хоть какая-то уже акклиматизация у нас была. Но когда мы прилетели, в принципе, мы посмотрели, что варианты есть для акклиматизации. Ну и в итоге, как и в 2019 году, так и в 2021 попрыгали практически по всем вершинам, которые там рядом есть. Там, и, как Миша сказал, там 2 или 3 раза возвращались, потому что после каждой первой ночевки на новой высоте непогода нас заставляла вернуться. То есть выпадало там снега, мы пошли опять еще на 3 дня посидим, отдохнем. Вот. Но в итоге в 2015 году мы ходили на Анапурну 4 для климатизации, там переночевали на 7000, на 6900 и вернулись. Ну а в этом году переночевали, по сути дела, в том же месте. Ну и опять же таки нелегально сходили еще и на Анапурну 4. Это мы еще расскажем. Это как бы уже начало, собственно, активной части поездки. Вот это наша база таким образом выглядит. Если кто-то думает, что у нас там в базе все супер цивильно, кукеры подают чай по утрам, всякое такое, то нет, потому что нам бы пришлось их катать на вертолете с собой. А это вес. Да, это не только вес, но и деньги. Вот. Поэтому, в принципе, у нас был всего 1 рейс оплачен, и в этот 1 рейс как бы должны были вместиться мы и вся снаряга, поэтому мы так достаточно все оптимизировали по весу. Вот. Ну и во всех экспедициях, таких, которые мы организовываем, обычно вот база выглядит вот так. Одна палаточка, шатер большой, в нем типа и снаряга вся хранится, и мы тусуемся. Ну там достаточно места. То есть это необычная там палатка, где просто лежишь, места нет, там достаточно большой простор. Вот. И эта вот активная часть уже акклиматизации началась. Я уже, честно говоря, На 600. как мы ходили, мы там что-то поднялись на 5200, Поднялись, спустились. погода испортилась, мы вернулись, у нас постоянно, как Миша уже сказал, была какая-то лажа с погодой, погода портилась, мы куда-то возвращались в базу, потом снова выскакивали, и вот так всю акклиматизацию было. Вот. Но зато вот уже когда чуть распогодилось, мы 2-ю подскок к этому гребню делали, было красивенько, ясная погода, вот такие виды, ну и подняться можно было по достаточно... Заодно словом посмотрит фотки. Подняться было достаточно просто, такой гребни снежные пологие. И плюс этого варианта климухи, первого выхода климатизационного, что хорошо видно все время гору, то есть ты можешь наблюдать там за состоянием, за всем. И вот буквально чуть выше этого места, вот, где такие ледовые сосульки висят, вот, там мы ночевали, там где-то высота 5900. И это, или 5800, да. И это был, собственно, вот первый наш акклиматизационный выход. Дальше я вот поставлял немножко видео с лагерной жизни. Слава и Миша не видели еще, что я там отбирал. Вот, поэтому я думаю, что посмеемся все вместе.
Это таким образом выглядит, ну, вот база в хорошую погоду, вот висят солнечные панели, это единственный вариант у нас был, скажем так, оставаться на связи с цивилизацией, потому что, ну, там у нас все спутниковые коммуникаторы, телефоны и все такое, как бы они время от времени разряжаются, и постоянно, когда солнечная погода, приходилось что-то заряжать, плюс все время заряжать. Пару часов в день. Да, пару часов в день, плюс, ну, все время заряжать с телефона, потому что мы все время слушали музычку. Значит, это изобретение, не знаю, советские люди придумали, как Лава, мне кажется. Скоромагов так слышно. Скоромагов, да. Ну, короче говоря, это такая штука, которую всегда мы берем в базовый лагерь на восхождение для готовки. Скороварка, кто не знает, это кастрюля такая, которая герметично закрывается, там стоят клапана, которые стравливают излишнее давление, и таким образом есть возможность получить внутри скороварки, скажем так, атмосферу такую, как на уровне моря. То есть вся еда варится гораздо лучше и быстрее, короче. Ну, Миша, давай. ты готова? Давай. Чик. Опа. Опа. Царица небесная. Ложечку дайте, пожалуйста. А вон там справа от тебя лежит под крышкой. Сейчас еще перемешаем. Ты диви. Борщ с макаронами. Ёлы-палы. Капец. Вообще. Моя жена, когда видела это видео, она так смотрела, а в конце спросила, говорит, это вот весь чеснок вы съедаете, да? Вот. Оп-оп-оп. Может, нальем ему чего-нибудь. Красава. Если бы еще колонка была. Ну, Вообще. если б была. О, ништяк. История, рассказанная в этом фильме, основана на реальном приключении. Вот это, то есть у нас базовый лагерь располагался галявиной посредине, слева третья напурна, справа четвертая, если смотреть наверх. И вот на четвертой мы ее, собственно, использовали как главный объект акклиматизации. То есть у нас такой, ну, непопулярный, ну, скажем так, непопулярный сейчас, но популярный там, еще в советское время подход к акклиматизации. Мы считаем, что для того, чтобы лезть в технику на высоте, нужно во время акклиматизации поночевать на той высоте, которая равняется верху твоих будущих технических сложностей. То есть на напорне третьей технические сложности заканчиваются на 7100, вот мы должны были там в районе 7 поночевать. И, ну, потому что без этого там, технику ты не сможешь лезть, хорошо, в нашем понимании. Вот. Этот подход используют там, ну, и краснояры, то есть там они там лезут на коммунизм, а они перед этим ночуют на Коржине 2 ночи на вершине, и всех там чаем поят. Вот. Это хороший подход, мы его используем, и вот здесь до нас все, кто сюда приезжал, вообще в сторону Анапурны 4 не смотрели, как в сторону объекта для акклиматизации, потому что у нее есть казарма, ну, то есть, во-первых, никто с этого ущелья на нее, естественно, не ходил. На нее ходили мананга из соседнего ущелья, там, ну, считается классический маршрут, там человек 100 или 120 по нему зашло. А отсюда никто не ходил, потому что там такая есть скальная ступень явно выраженная. То есть клацнешь, ну, да, вот, короче, вот эти снега, и потом по гребню такая, видите, там скальная ступень. Да. Да, короче, вот мы залезли вот так, и потом вот эта вот скальная ступень, она на самом деле там... Это 200 метров. Да, ну, 200 метров, а дальше такая длинная для любителей пика Победы, такая вот траверс. И вот здесь вот уже идет типа классика. Ну, то есть вот отсюда из Мананга, сюда уже люди ходили, и это просто такое, ну, пешком долго-долго идти.
Но эта штука, да, она смотрится как бы так, что, ну, в общем, не сильно хочется туда лезть с эксплуатационными целями, но мы еще в 2019 году поняли, что других вариантов нет, поэтому полезли туда. И, собственно, вот эту скальную ступень пролезли, и дальше пошли все по гребню, до 6900, там поночевали, но в 19-м у нас там что-то очень плохая погода была ночью, мы там, в общем, чуть не порвало палатку нашу штурмовую ветром, и мы на утро проснулись такие, там, идти на гору, еще 600 метров набирать, потому что 4-я Анапурна, она там на 10 метров ниже 3-й, то есть то же самое. То есть мы не захотели набирать еще 600 метров, мы просто развернулись и ушли в палатку. Вот. И в этом году мы залезли на ту же ночевку 6900, то есть пролезли эти скалы, залезли на 6900. Не рассказывай, даже фотки. Будет рассинхрон. Тут вообще еще остались фотографии с базы, которые я сильно хотел показать. То мы проводим сами пуджу. Вот. Из чего и делать, ну, потому что принято считать, что если пуджу не сделал, то все, фанат, никуда не залезешь. Вот. И как бы шерпы, они обычно там приносят можжевеловые веточки, палят можжевеловый костер, всякое такое. Лама читает молитвы, потом бросает рис во всех. Вот. Ну, так как у нас можжевеловых веточек обычно нет, то мы делаем мусорную пуджу. Собираем весь мусор, который у нас есть, который можно сжечь, и сжигаем, и пуджа получается. Вот. Это Славон, он сопровождается музыкой. да, он обычно главный по пудже. Включай. Славон Лама проводит традиционную мусорную пуджу в начале каждой экспедиции. В конце. Экспедиция длинная, так что пуджей не отделаешься. Сейчас по традиции и закону жанра Славон должен каждому в голову кинуть жменю риса. Не маримся. Если это мусорная пуджа от черкасской ФАИС, можно жменю семок каждому кидать. Все. Вот тут можно рассказывать про 4-ю, это уже со склона по Анапурной 4-й. Давай дальше, это непонятно. А ну я пришел, как рассказывать. Шум. Так, мы полезли на 4-ю, тоже не с первого раза. Мы первый раз стартовали, подошли вот по тем там пологим снегам на 5000, начали лезть, снега уже крутые, и поняли, что там все очень нестабильно, там какие-то там такие лавинки из точки начали сходить по краям. Мы решили, ладно, спустимся вниз, подождем. Ночью пошел на 5000 ледяной дождь. Вот как вчера был в Киеве, вот такой же пошел там. У нас вся наша БДшка Фестлайт покрылась льдом снаружи, и мы внутри. И мы, ну, все мокро, промокло, то есть у меня из спальника мы выжимали воду со Славой. В общем, мы проснулись часа в 3 ночи, решили, что такое терпеть нельзя, и ушли в базу. Вот, в базе там еще пару дней посушились и сделали вторую попытку. За эти 2 дня лед очень классно, точнее снег очень классно заферновался. И мы там, то, что в первой попытке шли там 7 часов, так просто по ровному снега топтали, во второй прошли там за 1,5 часа. Вот. Ну и начали лезть, то есть, короче, мы там буквально за 4 или там 5 часов из базы шли там 2 дневных нормы, что до этого ходили. Это оно реально с той стороны облако тянет, или это от того, что нагрелся склон? Непонятно. Оно формируется. Может быть, тогда от нагрева просто испарение. Да, вот это мы там переночевали на 5800, и следующий день пошли вот как раз вот эта скальная ступень видна, то есть здесь она уже видно, что слегка побольше. Вот, мы подошли
по этому склону ледовому под нее, и, собственно, за день была задача залезть эти скалы, залезть лед над ними и вылезти на плечо, это 6400. Вот так выглядят эти скалы. Мы в этой экспедиции использовали принцип, что те же веревки, которые мы лазили 2 года назад, лезет тот же человек, ну, чтобы было быстрее. Вот. 2 года назад лазил их я, поэтому здесь тоже полез я, уже по знакомому. Вот. Но, честно говоря, мы поняли, что сюда никто не ходил. То есть оно такое, типа, вертикальный щебень, как часто бывает в больших горах. Но в прошлой попытке мы на спуске с этой штуки побили все свои веревки, ну и потом там уже на основном восхождении на 3-ю мы там так были, ну короче, порезали. Да, некоторые сложно. Ну да, мы порезали одну веревку даже. Ну да, это такие красивые виды. То есть это как бы, ну, особенность вот этой нашей долины. Вот такое происходит каждый день, и вот там вот внизу там идет снег или дождь. Вот, а здесь как бы все хорошо. Но если ты будешь сидеть там внизу, ты будешь думать, что погода плохая, никуда ходить нельзя, и там посидишь там 2 недели в этой непогоде, да. Так на самом деле первые дни было. Да, мы думали, ну все, а потом такие вспомнили, блин, да здесь же такая особенность. И просто пошли через эту непогоду, выскочили, и там уже наверху было все хорошо. Вот это гребень Напурный 4, вот это с 6400, мы стартуем, и вот нам дальше вот по этому очевидному гребню до вершины. Вершина тоже видна, а вот слева такая остроконечная штуковина, это Анапурна 2, это какая-то там 16-я гора в мире по высоте, она там 7900, там что-то 55 или что-то такое. Вот где-то вот здесь вот мы ночевали, вроде бы, да? Да, где-то тут мы ночевали, 6900 поночевали, и на следующий день вот сходили на вершину. Так получилось. То есть мы думали, что мы не имели каких-то там четких планов, что прям вот надо убиться и сходить на эту вершину. У нас просто план был повыше зайти, получить акклиматизацию нормальную, ну в итоге повыше получилось, на вершину сходили. Не, это вылаз как раз со скал вечер. Ну, видишь, там гребень. Я разобрался. Да, вот это, тут, короче, да, тут была ситуация, я буду рассказывать? Рассказывай. Я пока послушаю. Да? Тут была прикольная ситуация. Значит, 2 часа дня мы вылазим, вот это такая ровная, типа там, плато такое, снежное. До этого был офигенно жуткий ветер, ну вот с утра, и вот до этого места нас просто сдувало. То есть мы там, не могли даже разговаривать друг с другом. То есть, я не знаю, там, нас лучше оценивает на глаз, но там, нам кажется, что порывы были до 50-60 км в час. То есть, иногда было сложно стоять на ногах. И тут мы как бы зашли, нас то ли вершина закрыла от ветра, то ли он стих. В общем, мы вышли, ветра практически нету. И типа он вершина. И Славон такой: пацаны, там уже 2 часа дня, мы же в базу. Я такой... он говорит, Нам обоим показалось. да, и он подошел, Славон стоит, и я подошел к нему первым, и он говорит: Миха, мне кажется, часа 3 до вершины. Ну и он в баню, в 5 часов на вершине, потом по ночи спускаться, давай не будем. Я такой: 1,5. Он такой: ждем Никитоса, не говорим ему наши оценки и спрашиваем у него, сколько он считает до вершины. Хорошо. Подходит Никита, говорит: сколько, как ты думаешь, до вершины? Никитос: 3 часа где-то. Ну реально выглядело как 3. Я говорю: пацаны, давайте засекаем на часах и двигаемся вверх 1,5 часа, а потом разворачиваемся, где бы мы ни были. Лады? Лады. Все, пошли. Через 1,5 часа 3-й стоял на вершине. Как бы я очень сильно хотел, я там включил турбоскорость, начал очень быстро топтать. И получилась классная фотка, Славон стартует от этой площадки и как бы по гребню идет. Это Никитос, вот на этой площадочке. Вот. Это мы уже все на вершине Анапурна 4, показываем кадры впервые, в интернете выставлять не будем. Это вот сзади Анапурна 2. Да, вот это вот там вот в облаках видна Анапурна 3, где-то там Анапурна главная уже виднеется отсюда, так ее отсюда плохо видно. В общем, классно, мы были довольны, что акклиматизировались аж доверху и, в принципе, успели сбежать в этот день, так уже поздно, но сбежали на 6900 и опять там заночевали. Вот. У нас получилось 2 ночевки на 6900, это
очень классно для акклиматизации. Вот. И что там, за следующие пару дней спустились в базу. Вот. Ну да, вот это вот мы на месте ночевки сидим с утра. Ну, или на 6400. Да, это 6400, да. Ну и все, и спустились в базу, и тут нам и погода идеальнейшая стоит. И мы такие думаем, ну, может сейчас там дня 3 посидим и уже на 3-ю полезем. Можете, вот, да, обратить внимание, вот помните, да, фотки горы, когда мы только приехали, и посмотрите, насколько она сухая сейчас, практически снега нет. Вот, то есть погода вообще была супер офигенная. Мы думали, ну, типа, такое классное погода окно, сейчас мы в него и на 3-ю залезем. И тут нам Ленка, Славина жена, присылает прогноз, что 5 дней хорошей погоды, а потом за 2 дня выпадет метр снега. И мы такие, ну, мы не хотим быть на горе, когда будет выпадать метр снега. И понимаем, что нам нужно посидеть 5 дней, потом 2 дня непогоды, и потом еще минимум 3 дня после непогоды, то есть 10 дней. А в итоге получилось, что циклон пришел еще на день позже, и мы сидели 11 дней в базе. Продолжался на день дольше. Да, ну то есть, в общем, короче, 11 дней в базе, ну вот вы видели, чем мы занимались в базе в это время. То есть, мы перечитали все книжки, рассказали все истории, посмотрели все фильмы, потом узнали, кто лучше всех играет в тюленя, шариком. Это вообще такое тяжело, Да, но кроме этого мы еще, вот как раз фотки отсюда, кроме этого мы еще успели сходить под, собственно, старт маршрута на 3-ю. Мы так предполагали, что типа выпадет куча снега, возможно, ориентироваться на леднике будет сложно. Сходили под гору и построили, не знаю, 150 туриков по всему леднику, чтобы наверняка, даже если выпадет куча снега, ну, чтобы они достаточно большие, чтобы мы смогли быстро сориентироваться и подойти даже, ну, по плохой погоде, там, ну, или в тумане, или ночью под начало. Вот, а потом пришел, собственно, вот этот циклон, начал идти снег, ну, с видео или фото, вот как он шел, у нас нету, потому что как-то не до того было. Короче говоря, выпало очень много снега, ну, вот, если помните фотки, все было в траве, вот бугор этот, который на переднем фоне, вот сейчас он весь снежный, и дошло до того, что у нас просто начало протекать, как бы, ну, было столько воды, такой уровень начал подниматься, просто уровень воды на земле. И у нас в какой-то момент просто нас начало затапливать. Сначала еще у нас было 2 ночи, одну ночь. А, точно. Да, в первую ночь такой шел очень ужасный мокрый снег. И, короче, он настолько был тяжелый, а было настолько много, что у нас ночью сломался шток от шатра. Точнее, он вначале 3 раза гнулся, а потом сломался полностью, пополам. Вот. Хотя мы его там и держали, и укрепляли, но спать хочется, и типа, мы уже там назначили дежурство по 2 часа, но потом все равно что-то кто-то дреманул или что. Вот. Короче, шатер сломался, мы его реанимировали, как-то выжили, и типа вроде нормально, живем дальше. На следующую ночь снег перестал, и типа шел дождь, очень проливной. И его было настолько много, уровень осадков стал такой, что у нас в какой-то момент я просыпаюсь и понимаю, что мы все лежим в луже. Вот. То есть в прямом смысле слова. Я говорю, чуваки, вставайте, типа, надо что-то делать. Мы начинаем что-то делать, а вода прям поднимается. У нас уже коврики начинают плавать. Вот. Мы начинаем спасать эти шмотки. Короче, в итоге мы как-то типа нашли какие-то бугры у себя в шатре, на которые можно присесть. Типа. И, короче, так полусидя досидели до утра, и потом уже решили переезжать. Нашли какой-то бугор, и уже на этот бугор переехали метрах там 50 от старого места, и уже потом через день распогодилось. Вот мы вылезли, и уже начали там сушиться, чтобы все полностью было мокрое. Так, и, собственно, вот закончилась непогода, и мы подождали еще день, и решили, что пора выдвигаться. Ну, как мы уже говорили, обычно мы в этот раз, так как экспедиция была повторенная с 2019 года, и на самом деле это был первое такое мероприятие, первый такой объект, на который мы вернулись спустя 2 года, и вернулись, и без там каких-то промежуточных, там, других там больших объектов. То есть это, честно говоря, было нечто новое вообще в целом в нашей практике. Вот. Ну и, естественно, там все участки, кто какие лес там, в 2019 году, соответственно, так же самое мы
разобрали и в 21-м. Ну, вот это вот начинаются ледово-снежные желоба. Самая нижняя часть маршрута, самая нижняя где-то до высоты 5800. Вот такие вот желоба, переходящие периодически там снежные склоны, какие-то там скальные кулачики, такие как ступеньками. Ну вот таким образом мы за первые, если не ошибаюсь, 18 часов первого почего, если можно так сказать, дня, добрались до первой нашей ночевки, в принципе, в то же самое место, где была ночевка и в 2019 году. Вот, иногда вот были вот такие вот микстовые участки, немножко не мой рельеф, но тем не менее. Да, в 8 вышли из базы, наверное, там за 2 часа подошли и типа в 10 вечера начали, собственно, восхождение. 23 октября. Вот. И 18 или 19 часов без остановок особо, ну там с короткими привалами, понятно. Лезли, чтобы максимально высоту набрать по низам этим, ну и плюс они опасные достаточно, их лучше ночью проходить. Вот. И в первый день, получается, 1000 метров набрали. Ну, это треть маршрута, но самая простая. Вот. И уже там вот на снежном гребешке остановились, да, и получается, так как мы остановились достаточно поздно тоже, то... Нет, даже позже, мне кажется. Да, позже. Вот. А низ маршрута, он, ну, весь такой, ну, как бы и сыпучий, и снежный. Вот. И его желательно было проходить все участки ночью, потому что ночью температура ниже, ну, понятно, состояние более стабильное. Вот. Ну и, соответственно, получалось так, что мы как бы пришли типа там после обеда. Если бы мы выходили в эту же ночь, то после 20 часов там почти лазания у нас было там времени типа а-ля там 4-5 часов. Из этих 4-5 часов минимум 2 ушло бы на топку воды и на еду. Вот. Ну и типа 3 часа на поспать. Ну и, понятное дело, мы решили, что смысла большого нету в таком плане. То есть решили уже, что сделаем типа как дневку на следующий день, хорошо отдохнем, и потом снова ночью стартанем, и уже по максимуму будем снова педалить. Вот. Ну и получается, во время этой дневки, наверное, мы сидели там, слушали музычку. Ну вот, собственно говоря, гребень — это перед выходом на так называемую подушку на высоту 6000. То есть здесь как бы особо не видно, насколько он острый, но вот уже когда его протоптали, срезали его там лопатой, вот, но в целом такой достаточно новый был для нас рельеф, для всех. Вот эти вот гребни, которые там приходилось иногда седлать верхом, срезать там полностью какое-то там количество снега и делать себе там небольшую какую-то там тропинку, по которой иногда там... Так, лезем в бесконечные снежные гребни, вот такие, на подушку на 600. Уже почти прилезли. У меня сломались очки. А, то есть это гребень снято через очки. Вот, то есть вот, да, вот так вот он выглядит. Есть видео вот с этого участка? Это уже последние участки снега. Лезет. Славон лезет. Ужасный снежный гребень. Без страховки. Заключительный. Уже перед скалами. Уже хочется поскорее начать скальную часть. Уже здесь снега надоели. Вот эти, кстати, упражнения с лопатой, это было
как раз в день рождения, когда мне пацаны говорят, ну, Слава, ты любишь снег, тебе подарок на день рождения, с утра нам пакет киселя. В общем, вот так вот прошел день. И это уже вот последний участок снежного гребня перед, собственно говоря, скальным бастионом основным. Ну вот уже, да, вот протоптанная тропа. Сзади вот видно вот та часть, которая осталась не тронутой. Да, вот это вот начало скального участка уже после как бы, основных снегов. Снега-то были и дальше, но это вот как бы, участок дальше. Этот участок в 19-м лес Никитос, и вот есть такая офигенно классная фотка с этого участка. Там, так, типа, а тут получилось, что я не сам. Той фотки, кстати, не поставил. Да. И я такой, типа, Никитос, сфоткай меня, как я тебя, так ты меня здесь сфоткай, пожалуйста. Вот. Ну, короче, начались скалы. Получается, вот этот день мы долезли под камин, и вот камин это такая, типа, ну, технический ключ всего маршрута. То есть он там буквально 30 метров, но это такая штука, ну, то есть, короче, я в своей практике, да, халва стала говорить. То есть там такой, ну, мы, этот вид рельефа, там, я его назвал такая шкура дракона. То есть, короче, потому что там камин, в который ты влазишь целиком, всем телом, и его, ну, во-первых, там все типа такое, ну, разваленное, то есть ты там берешь свой камень, он отваливается. А там, где монолит, этот монолит покрыт такими чешуйками скальными, и ты когда их трогаешь, они просто так типа, ну, съезжают вниз, отваливаются. Вот. И они очень острые, то есть если ты разбираешься там спиной, и там ты шорхнулся немного, у тебя порвалась куртка. Задел чуть-чуть штанами, у тебя порвались штаны. То есть я в 19 году, когда пролез эту веревку, пацаны такие, надеюсь, что собаки напали. Ну, у меня мембранная куртка и штаны я просто выбросил потом. То есть они были, ну, порваны полностью. Так. Миха борет камин. Одна из самых сложных веревок. Надеемся, что самое сложное. Да, надеемся, что сложнее уже не будет. Да, вот кое-где я просто в эту халву просто бивал кошку, ну, с разгона ногой, и типа она держалась. Надеемся, что самое сложное. Да, надеемся, что сложнее уже не будет. Да, это мы надеялись, что сложнее не будет, но надежды оправдались частично. Ну, такого прямо сложного, может, действительно его и не было, но похожего было очень много. Вот. Ну, не каминного, я имею в виду просто по общей сложности лазания. То есть я в этот раз пролез существенно быстрее. Мы тоже, получается, накануне работали очень, по-моему, там закончили в 2 часа ночи лезть, или в 4, да. Ну, короче, мы да, очень долго работали. И поэтому в этот день решили сделать дневочку, и в эту дневочку я завесил камин и еще одну веревку выше камина. Ну, а на следующий день меня сменил Никитос, мы поджумарили эти 2 веревки и полезли дальше. Вот такое вот лазание на Анапурне 3 на высоте 6300. Вот. Не было 4-го камолота, дощели, и Миха забил бутерброд на станции. Я пролезаю сейчас то, что он вчера провесил, и продолжаю лезть первым. Такие вот дела. Да, значит, что? Ну, этот участок, кстати говоря, вот тот день был классный, и по рельефу очень прикольный. Ну, были порушенные участки, но сказать, что там сильно купа нет, лазание было клевое. Ну, были сложные участки, но как минимум там все лезлось и ничего не выпадало. Хлопці підлазять до мене. Участочек непростой. Дальше вроде снежный гребешок. Не такой сложный, но с участками тоже крутыми. Ну вот, собственно, это вид вниз на гребень, он такой
острый все равно, и даже если ты там по скалам лезешь как бы сбоку гребня, то часто все равно вылезаешь вот на такие верхушки снежные, и приходится как бы целый день там то по скалам лезть, то вылезать вот на эти гребни, что-то срезать, срубать. Такой вот вид все время налево, это вот видно Анапурну южную, Мачапучары. Слева вот самая крайняя гора. В принципе, кто был там в районе Анапурны, те ее под другими углами видели по-любому не раз, ее и сбоку хорошо видно, но вот с этой стороны как бы никто практически не видел, ограниченное количество людей. А первая гора, вот ближайшая, это пик без названия 6500, на нем люди до сих пор не были. Кому интересно. Ну, это вот вид как раз на 4-ю Анапурну хороший. И это уже получается следующий день. Сейчас я, наверное, Михе передам. Да, вылезли в этот день. Опять что-то были какие-то скалы. А вот есть видео. По видео мы вспомним, что было. О, день уже не знаю какой. 8-й, 9-й. Лезем по юго-восточному ребру. Сегодня я последний. Вчера был первый. Сегодня Миха лезет. Скоро вылезем уже на зуб, я надеюсь, через пару веревок на 6500. Вот. Это максимальная высота, куда люди забирались на этом маршруте. Дальше будет видно. Ну, короче, да, вот в этот день, то есть, в принципе, весь маршрут, там была такая штука, вот ты смотришь на рельеф, думаешь, ну, снег, потом чуть-чуть каких-то простых скал, быстро лезется, а тут сейчас все пролезем. Потом, да, потом ты пролазишь этот снег, подходишь под эти скалы, которые ты думал, что пологие, а это нависающая разрушенная какая-то дрянь, которую ты не обойдешь, ты ее должен, да, ты ее должен пролезть. Вот здесь там, это там 10 метров, но это нависающая скала, разруха, ну, то есть она прямо на гребне стоит, то есть ты ее не обойдешь. И вот да. такие вот изюминки, они были постоянно. Так. И это не Костропольская стена. Это по разрушенности. И Михаил Александрович не сошел с ума и не оделся по-зимнему на теплых скалах. Это Анапурна 3. Высота 6500. Вот так вот. Ну и понятно, что такие ситуации, они там скорости явно не добавляли, потому что ты постоянно меняешь то, как ты двигаешься. Только что у тебя был снежный гребень какой-то или эфирный, ты по нему лез одновременно, и там на тебе там только снежное снаряжение, а тут бац, это нависающая стенка, которую нужно ИТОшить. Ну и типа все меняется. То есть поменяли, переключили скорости, пролезли эту стенку, бах, там опять какие-то там ферны, снега, льды. Ну и вот такое постоянно, такой замес происходил. И, ну, понятно, что это скорости не добавляло. Не, ну у лидера рюкзак был там 5 килограмм, а у Славона, ну, 15. Да. Ну, короче, в целом... Да, середина маршрута еще могло быть. Ну, вот, и закончился. Так, готов? Славон, запиваем. Ты это сделала. Надела платье белое. Руку нежную. На голову фату. Что там дальше? Говорила. Тебя люблю. Хотелось бы вот
больше так отдельно про этот участок рассказать. Это то самое место, тот зуб, на котором была самая такая яркая красочная ночевка, вот она где-то на открытках, по сути дела, фотография. Да, и здесь наверняка будет. И это было такое ключевое место, в котором у нас было очень много сомнений. Вечером, когда мы уже там становились биваком, я принимал Мишу, и в какой-то момент, когда Миша подошел, я говорю: Миха, ну что-то, короче, так уже надоели эти испытания, каждый день какие-то новые виды рельефа, каждый день какие-то там ключевые участочки, ну что-то, ну прям вообще тяжело. На что Миха мне ответил: да, сложно, да, тяжело. Вот, но тут есть как бы два варианта. И завтрашний день как бы нам все покажет. Или мы вот повернем, или вот что-то должно где-то прорвать, что-то должно вот произойти, может какой-то сигнал, какой-то знак. И вот с этого места все пойдет. И это как раз та же, что высота 6500, с которой в основном предыдущие команды разворачивались. Да, вот как раз таки этот гребень, эта ночевка, это уже Никита остался, уже Миша подлез ко мне. И вот этот вот ключевой участок, если видите, такие ступеньки, таким гусиным шагом выкопаны. Вот перед этим вот спуском там на самом деле, ну ничего там буквально там большого там или там какого-то большого перепада, просто длиной там метров 5 и с перепадом там 3, может там 3,5 метра, нужно было по этому острому гребню просто вот спуститься. Но вообще непонятно куда, то есть он с этой стороны видно вроде бы как пологи, но вот сверху спускаясь, то есть он таким как нависающим грибом выглядит. И это было, вот, как мне показалось, таким вот достаточно ключевым местом, где, если парни, может, вспомнят, когда я уже там разворачиваюсь, я говорю: ну я реально не понимаю, что тут делать, как, ну, потому что не видно. Ну, в общем, так как это был спуск, парни меня страховали, наверное, там через пояс или через плечо с этой вот ночевки. Я вот как-то сполз по этому гребню и встал уже на горизонтальную часть. Вот это вот ее сейчас видно, она в тени, такая как ступенечка, острый такой вот нож. И это был вот, ну, лично для меня, это был такой вот именно тот самый прорыв, тот самый такой переломный момент, когда я встал на горизонтальную часть и понял, что вот получилось, мы пройдем дальше. И думаю, надо же подняться, пацанам-то сказать, что работаем дальше, потому что в тот момент, когда я кивал головой, Миша сделал вот так, просто развел руками, ну что, висит груша, нельзя скушать, наверное, будем спускаться. Но самое, что важно, никто из нас в тот момент даже, наверное, может быть, и думал, но даже не хотел произносить ту фразу, там, ну что, спускаемся. Кивали друг другу, там, какие-то там догадки, подозрения, какие-то там мысли, но в пространство выпускать там голосом эту фразу, ну что там, вниз или не вниз, то есть, как бы так промолчали. В общем, я поднимаюсь вверх, начал... Просто все прикинули, по какому рельефу спускаться. Да, и вот в этом месте, вот, по-моему, на этой же ночевке решили, что спускаться по пути подъема мы как-то вот вообще не хотим. Вот, и поднимаюсь сверху вот эти вот там 3-5 метров, начал просто лопатой копать вот эти вот ступени. Я говорю: ребята, здесь будет чадить. Ну и дальше, собственно говоря, все пошло. Миша там, да, вот, тоже прошел, говорит: Никитос, второй ледоруб тебе в руку не нужен, в общем, кричайте. И вот, и вот с этого места начались вот эти вот, дальше следующая ступень скал. Когда мы вот на тех скалах, когда вот реально зацепился за скалы, я уже не помню, на чем я там станцию сделал, ну, не на скалах, где-то что-то там во льду там выкопал.
Отсюда уже полез Миша, и у нас вот момент такой было, как с одной точки зрения вроде как облегчение, с другой стороны мы понимали, что работайте еще дальше, много. Ну вот обратите внимание, а назад немножко вниз, лопата всегда висит на поясе, вот на самом деле, то есть иногда она просто была там где-то там за рюкзаком, за плечом. То есть это такой один из основных инструментов, практически как лидеров. Вот, и тогда нам стало гораздо проще, увереннее как-то в психологическом плане. Ну и все, пошло дальше. Снизу, там, где сверху видно место ночевки, еще... вот это. То есть, действительно, психологически это был, наверное, ключ маршрута, потому что, вот тут видно место ночевки, видите, такая выкопанная площадочка вот в самом этом гребне, да. И вот этот весь гребень, снежный до скал, это были там полные 60 метров, на которые, естественно, вы понимаете, что у Славона точек не было. И он пролез вот так вниз, потом вот так, и потом вот так вверх. То есть, если бы там, что-то там сделал наверху не так, когда делал станцию, то это был бы там, такой очень длинный полет с непонятными последствиями. И, мы с Никитосом, когда смотрели на это, у нас ладошки потели, даже несмотря на то, что было холодно. Вот. И я помню, что мы так стоим с Никитосом, страхуем Славу, смотрим на то, что он делает. И я говорю, вот если он сейчас сделает станцию на скалах, все, залазим в маршрут, уже как бы без вариантов, надо залазить. Ну и все, он сделал станцию. Все, только чтобы не слазить. Да. И все, он сделал станцию, говорит, подходите. Мы вот это как сидя на коне вот так по этому гребню к нему подползли и выдохнули, потому что дальше уже все понятно. То есть там хотя эти и разрушенные скалы, и еще какие-то, это понятно вид рельефа. А вот это была такая, загадка, получится или не получится, в общем, там было страшно. А это мы полезли дальше уже по скалам, эти скалы мы пролезли за 2 дня, они были жутко разрушены, такие перья торчащие, и так за все берешься, оно все гудит, временами отпадает. Я слышал. Явно большое бросил на Славу, он только что в видео говорил об этом Никите, что какой-то в него камень попал камешком. Вот. Вот такой вид рельефа у нас был еще 1,5 дня. Вот, за них мы пролезли вот эту уже никем не хоженную скальную часть выше 6500. И на второй день, где-то после обеда, я вылез на уже такие микста снега, и там Слава меня сменил, и вот пролез еще там что-то пару веревок, и вот здесь под этим грибом сделал очередную станцию, и мы здесь заночевали. Вот. Видно, что мы тут ночевали, если присмотреться. Некоторые следы жизнедеятельности. Вот. Это была классная ночевка, там, в смысле, мы уже к этому моменту привыкли, что там, где-то 5-я часть палатки обычно висит в воздухе, но все остальное стоит на ровном. То есть, это позволяло нам высыпаться, нормально отдыхать. Вот. Но после этого следующий день Слава лез по микстам, и следующий день была самая некомфортная ночевка, потому что мы всю ночь сидели там, а не лежали. Вот так вот каждое утро процесс обувания и одевания происходит в однослойной палаточке. Это мы уже покушали. Да. И будем выходить в непривітну природу. Ага.
Да, сейчас будем вылезать. Там противно. Это славные варежки после всех его там, да, после работы на миксте, они просто в лохмотья порвались. Ну, в смысле, это не вопрос к варежкам, варежки хорошие, просто рельеф очень острый, даже на микстах, и вот он их просто типа лохмотья. У меня то же самое было с верхонками. Вот это такой был вид рельефа, уже верхняя часть, вот уже видно выход на 7000 или 7100, то есть конец как бы вот этого основного гребня, Анапурны 3. И нам вот это уже высота где-то 6800, наверное, или 6700. 6700. Да, значит 6650, где-то 6700, где-то так. Так, вот оттуда мы пришли, там ночевали сегодня. Вон там внизу, в принципе, наш маршрут виден. Мы уже находимся в его верхней части. И вон туда, на гребень, нам нужно. Вот, Славон лезет первым сейчас. Фу. Там внизу лагерь. Фу. Вот это наша стандартная погода. С утра ясно, потом откуда ни возьмись налетают тучи, все затягивает, через часок-другой пойдет снег, дождь, нет, фу, дождь, снег, да, очень холодно, работаем одетые практически во все, что есть. Вот виден внизу весь профиль пройденного маршрута. Мы находимся на Анапурне 3, юго-восточное ребро. Высота где-то 6750. Нам осталось 250 метров вот такого рельефа до гребня. Потом еще 500 метров гребня до вершины. Вот такие дела. Никитос поднимается. Вон там Славон прилез в очередную веревку. Вот нам надо войти в этот ледовый желоб и по нему набрать еще 250 метров. Это фото называется «Найди Славона». Вот если вы присмотритесь, то там такая в тумане черная точечка, вот он лезет. Тот же день, спустя 2 часа. Такая погода у нас обычно. Там Вячеслав Александрович героически превозмогает, как в фильме «К2», а то и хуже. Руками машет. Вот Никитос с усами, как у тюленя, обмерзшими. Не знаю, что там у меня обмерзшее. Но не видно нифига. Вот. Вот оттуда прилезли. Туда лезем. Снег идет то вниз, то вверх. Да, высота где-то 6800. Наша станция, так вот и живем. И так каждый день после 12. Это называется хорошая погода. Да, по прогнозу, который мы получали, каждый день нам присылали, что погода идеальная. Клир. Вот. Но это чисто локальный эффект. Типа вот там ущелье такое как бы висячее. Антон, это 12 или еще. Вот, висячее, короче говоря, и она такой в форме чаши. Вот, и получается из-за градиента большого, как бы, не знаю, температуры или давления, получалось так, что оно как бы засасывало облака в середине дня каждый день с долины, с Покоры. И как бы эти облака поднимались, и почему-то все время ударялись не в Анапурну 4, например, а в нашу гору. Вот. И получалось так, что как бы везде идеальная погода, а вот именно на нашей горе
там 12 часов или даже раньше начинается вот такая неприятность. Вот. И что, дальше лес Славон до конца дня, и как бы вроде перед этим все дни, сколько там, 13 дней или сколько мы типа, или 12, да, находили ночевки, ну 11 получается, находили ночевки всегда, ну, как бы у нас есть достаточно большой опыт там установки палатки, то есть не получалось всегда как-то все срезать, там, выкопать, построить и притулить, вот, худо-бедно. А в этот раз мы лезем, там такие ледовые желоба, и как бы понимаем, что, блин, куда ни посмотри, ну нигде никакого намека на, типа, на какой-то там снежничек или пешочек, который можно срубить, нету, чтобы хоть как-то палатку поставить. И мы там, я не знаю, до скольки часов ночи что-то лазили туда-сюда, искали, ничего не нашли, и пришлось воспользоваться аварийным инструментом, так сказать. Так. На 12-й день восхождения мы столкнулись с новой проблемой. Не нашли, где поставить палатку. И пришлось пользоваться секретным оружием черкасских спортсменов. Непревзойденным снежным гамаком. Производство компании Rocket. Точно. Вот, поставились прямо в ледовом желобе. Переночевали сидя. Все прекрасно. Полезем дальше. Вот буквально два слова про вот эту вот ледовую стеночку, которая вот в предыдущий день в непогоде казалась нам, я не помню сколько, 100-150 метров. И, ну, просто вообще страха глаза не летит. И мы уже там, устанавливая палатку, уже думали там обойти, ну какие-то искали варианты. Вот. Ну, как я уже кому-то рассказывал, утро вечера мудренее. Подыхались, помыкались, посмотрели на эту стену, уже стали на ночевку. А утром проснулись и посмотрели, оказалось реально там 15 или 20 метров вертикального такого тонкого льда, который, по сути дела, там за 3 вкрученных бура мы пролезли и пошли дальше. То есть, такие вот моменты. Да, вот это вот участок, видео есть. Блять. Да, и в этот день, как обычно, думали, что вот уже гребень, то есть ну вот. И в итоге еще было там 3, ну, около 3 или 4 таких же ступенечек, то ледовых, то микстовых. И последнюю из них мы уже лезли ночью. Я там, ну, получается, в этот день первым лез я, но день был такой немного, напряженный. Я улез под вечер не туда. Ну, когда на первопроходе нормальная ситуация, то есть ты не знаешь, куда лезть. Ты выбираешь то, что куда лучше, вот, ты считаешь. Но бывает так, что полез не туда, понимаешь, да, дюферяешь. То есть я улез не туда, издюферял, мы немного потеряли на этом время, и когда я уже понял, куда лезть, уже настала ночь, но опять-таки ночевать было негде, мы понимали, что еще одну ночь сидеть мы не захотим, ну, просто уже в этот день мы были такие слегка ушатанные из-за, практически не спали ночь. И лазание было такое не слабое. Мы поняли, что мы еще одну ночь не хотим сидеть, лучше мы будем лезть. И уже там упираемся и вылазим на гребень, потому что мы уже видели, вот, уже там пару веревок, как обычно оказалось 5, а не пару. Вот. И да, и в общем мы лезли, и что-то на этой последней веревке там случилась неудача у меня, сломалась тяпка, и я с нее улетел там, немного полетал. Вот. Попросил Славу меня поменять, потому что психологическая травма образовалась.
Вот. Он меня поменял там, на какой-то висячий станции. Да. Ну, то есть у меня реально сломалась тяпка, и я уже вылазил, вот, типа, уже видел пологое, то есть были все крутое, вылазил на пологое, держал, точнее, был вщёпнут в тяпку с самостраховкой, и в этот момент у тяпки отломался штучок, и я, типа, сделал 10 метров полета. Но так как там была вертикаль, то я, типа, ну, просто повис рядом со Славой, и Слава меня страховал, я повис рядом с ним, и сказал: Слава, теперь ты. Все это было ночью, на висячей станции, мы там что-то со Славой меняемся железом, там Никитос на станцию ниже стоит, махает ногами, говорит: да вы замучили. В общем, было так напряженно. И вот эта Слава, вот этот уже рельеф вылазил ночью, там в час ночи в гребень. Там какие-то вообще странные формы рельефа, начались такие желоба. Вот это вот Один желоб видно, да. Видно на фотографии, типа, два гребня, они вот так вот сходятся, вот так, и получается такая труба ледовая, и ты внутри этой трубы лезешь, и в ней просто как, типа, как, ну, в дымоходе распираешься руками и ногами. Да, на самом деле такой вот тоже новый вид рельефа, такое каменное лазание в ледовых таких вот трубах. И вот, собственно говоря, вот выход на гребень, это фотография уже утром с гребня. Я хотел бы вот остановиться на вот этом вот месте. Миша говорил, что такое там смена лидера и так далее. То есть мы, как правило, стараемся там работать по дню, каждый там на каждый день настраиваться на плодотворную работу, там, на свой там вид рельефа. Вот. Но были такие случаи, когда приходилось менять. Кстати, мы вроде договаривались об этих вещах не рассказывать, про этих срывах. Тебя, кстати, супруга вот там на видео снимает. Вот. И момент, на котором бы хотелось остановиться, о понятии потери бдительности. Я думаю, для многих это будет примером, потому что даже для меня это было таким вот, такой какой-то галочкой, звоночком, что на какой бы ты гребень не вылез, на какую бы ты вершину не вылез, никогда нельзя терять бдительность и раньше времени расслабляться. Когда мы вылезли на вот этот вот гребень, в этот такой достаточно жутко тяжелый день, с несколькими сменами лидера, с несколькими сменами рельефов, мы в какой-то момент расслабились. Уже когда я там страховал, там, просто закопался там в снег, ребята там на каждой на своей веревке там жумарили на мне, то есть я как бы ушел туда дальше где-то уже по гребню. И тут подходит Никита ко мне и говорит: ну давай что-то там делать. Я говорю: не, Миша. Ну он идет, он уже там жумарит, но я чувствую, что какая-то небольшая там нагрузка есть. То есть за счет того, что веревка ложится там на снежный гребень, то есть нагрузка как бы теряется, ты практически там полной массой там человека не чувствуешь. И он говорит: а он уже здесь выходит, уже вылез вот этот вот желоб, вот эту вот вертикальную там часть, эту трубу уже здесь там подходит. Давайте сюда ближе подойдем, более пологое место, и будем ставить палатку. Ну идет так идет, хорошо. Подхожу я ближе к направлению там движения снизу, и в этот момент чувствую такой вот, ну как бы не рывок, но резкую такую нагрузку, которая там в разы превышает то, что было до этого. Я в этот момент просто там стою на ногах. В итоге мы с Никитой, сначала я якорем закопался там в снег, в итоге потом чувствую, что я уже не держу, то есть нагрузка какая-то такая, то есть я не понимаю, вот почему там Миха уже не в сторону отправился, решил пойти или веревку там дергал, не знаю. Вот. Передумал идет в другую сторону. Или передумал идет в другую сторону, но нагрузка такая, что я понимаю, что я уже там не держу. Говорю: Никита, давай помогай. Никита тоже передо мной закопался сам полностью массой якорем. Вот, и мы, по сути дела, то есть Миша там где-то конкретно нагрузил веревку и зажимарил на всем этом деле. Но вот, собственно говоря, к чему я веду. То есть никогда не теряйте бдительности, вот, ни в каких моментах там не расслабляйтесь и всегда до конца, вот, пока вы не увидели там напарника, который здесь у вас уже на станции, уже там, если у вас стационарная станция на скалах, пока не щелкнулся самостраховка в нее, но никогда не меняйте никаких там действий, решений и так далее. Так, вот он, конец юго-восточного гребня.
Видно вон его середину, откуда мы прилетели. Вчера ночью мы пришли вот из того желоба. Поставили здесь палаточку. Это уже южный гребень. Вон Миха по нему идет. И мы уже выходим в сторону главной вершины. Вот так вот. Вон цирк. Да, короче, мы думали, что в этот день поднимемся на вершину, но прогноз был не очень хороший по ветру, хотя так погода ясная. Вот, и... Да, ну и, собственно, дальше в течение следующего и этого дня мы особо видео не снимали, потому что ветер был очень сильный. Вот, ну, ребята, которые там следили за нашим перемещением из дома, там Тарас мне потом говорил, что он смотрел, типа, там 100 километров по прогнозу писали, но мне кажется, это передоз, 100 километров там не было, потому что если бы был ветер 100 километров, мы сейчас вам не рассказывали ничего. Вот. Но километров 70 порыва, наверное, были. Вот. И было достаточно тяжело перемещаться, и мы целый день шли 300 метров. Ну, Да. по вертикали. Да, по вертикали. Короче, Там километр. километр, наверное, да. Вот на то, чтобы пройти километр с этим ветром, у нас ушел день, и уже к вечеру... Да, именно из-за ветра. Ну, потому что ты не можешь нормально... Что мы поздно встали, потому что были спать в 3 часа. Ну да, но все равно мы долго шли, не крутить. Вот. Короче, просто потому что ты не можешь нормально идти, порывы тебя сносят, то есть ты реально уже под конец, под вечер, мы как-то вообще на карачках там перемещались. Вот, и в какой-то момент уже поняли, что надо просто становиться бегунком, типа в этот день мы на вершину точно не попадем. Хотя были предложения, типа давайте педалить там до упора, но потом так ветрило, что мы просто поняли, что эти оставшиеся там 150 метров реально мы будем, ну, не пойми сколько вообще перемещаться. Вот. И решили забивачить, и уже на следующий день налегке вышли на вершину, ну, точнее, пошли в сторону вершины, и ветер был тоже сильный, но, наверное, уже не такой сильный, мне кажется. Так, вот мы. Сейчас я... Видео снимаешь? Да. Да, мы на вершине Анапурна 3. Ого, ще не було! Українці! Пройшли юго-восточне ребро на Анапурну 3! Жалких 15 дней! Осталось спуститься! Шары! Класс! Класс! Да. Давайте фотку. 15 дней. Так, ну я пару слов расскажу про спуск. Собственно, отсюда он и начался. Изначально мы планировали, ну, идея была, что будем спускаться по пути подъема. Как бы это вроде казалось логично, потому что база-то в этом ущелье. Вот. И в первой попытке, и в этой мы специально для этого брали с собой суммарно 30 крючев. Это, ну, достаточно много. То есть да, для восхождения в альпийском стиле. Вот. Кроме этого у нас еще было, ну, точнее 30 якорей. Кроме этого у нас там еще куча крючев было, всяких закладок. Вот. То есть расчет был такой, что нам этого железа в сумме должно хватить на то, чтобы, ну, стрельферять, то есть по всему маршруту ставить там это железо для спуска, продернуть веревки, ну, то есть и так постепенно спускаться. Вот. Но в процессе, как бы, мы поняли, ну, вот где-то как раз, да, после зуба, как Славон уже говорил, вот это, где снежный вот этот был такой жандарм, поняли, что, ну, типа, спускаться по этому рельефу, ну, очень сложно будет, ну, и небезопасно, как минимум, просто
то, что там, да, страховки нет нормальной во многих местах. Вверх ты еще, ну, как бы нормально можешь уверенно двигаться, вниз, ну, это уже там посложнее, вот, особенно по снегу такому. Вот. И начали уже думать про какие-то альтернативные варианты. И как бы план Б, вроде как у нас был на Карандаше, это спускаться в сторону Мананга. Мананг — это там населенный пункт с обратной стороны массива. Ну и как бы спуститься можно по относительно несложным там снежным склонам, ну и потом ледник там с ледопадом. Но он уже ну, не сильно большой высоте, то есть мы так прикидывали, что вроде как самый нормальный вариант. Но ввиду того, что этот ветер был, то есть, ну, это был, собственно, наш вот план Б, плана С у нас не было. Вот. Хотя обычно мы стараемся, чтобы и С был. Вот. Но как-то в этот раз даже не знаю, честно говоря, почему. Типа такие, ну вот либо так, либо так. Вот. И как бы когда мы уже начали подниматься к вершине, тут этот ветер адский, мы, понимаем, что спуститься туда в сторону Мананга, чтобы выйти на эти пологие снега, тебе надо после вершины еще траверсом на высоте 7300 пройти где-то 3,5 километра тоже по гребню. Вот. И ветер как раз как бы дует поперек, то есть с таким ветром по острому гребню там, на высоте 7300 уже немного мы подуставшие, мы поняли, что это очень рискованное мероприятие, если еще и испортится погода, то вообще как бы фонарь. Вот. И уже как бы последний день, предпоследний, когда мы поднимались, посмотрели, что на запад, на западную сторону, в сторону ущелья главное Анапурное, типа вроде смотрится так пологенько, можно, сверху вниз, можно вроде как сойти. Вот. Но мы не знали, что там за маршрут, в принципе, как бы даже близко, да, у нас не было никаких ни фотографий, дома мы не изучали эту сторону, просто потому что вот думали, что вот у нас есть два варианта, как бы, которые нас вроде как должны устроить. Вот. Но по итогу оказалось, что это не самый простой рельеф. Сейчас мы про спуск расскажем отдельно. Это после вершины мы просто взяли, типа, чтобы было на память, сняли довольные рожи все. Вот. Да, вот это наша линия спуска. То есть на этом спуске мы заночевали раз, два и третий раз уже в ледопаде внизу. Вот. Короче, как вы видите, он оказался не совсем ровным, как нам казалось сверху, и на нем были некоторые изюминки. Вот этого скального участка, его вообще не было видно сверху. И, естественно, вот этих ледовых сбросов тоже не было видно. То есть сверху казалось, что это вот такой, снежный склон. Кое-где парочки кусочков не видно, но не все нормально, все идет с ногами. Вот. Не все шло с ногами здесь явно. И тоже, как обычно, мы сверху посмотрели, какой-то склон маленький, где-то веревок 10 дюфернуть, а там уже речка видно. И такие думаем, речка, наверное, где-то на 6000. Как-то так странно, как-то высоко для Гималая, речка течет на 6000. И... Там не было речки, там типа ущелье такое, русло. Да. В общем, в итоге, я не знаю, сколько тут было проушин мы сделали, обалаковых, наверное, там 30. Еще там даунклайбингом мы просто втроем связаны, мы там очень много спустились. По сути, вся нижняя часть, там где-то половина ее мы спустились просто лицом к склону, в 3 такта связанной веревкой. Плюс вот эти все низа спускались уже по ночи, потому что они как бы опасные. И там, когда спустились в ледопад, там мы поняли, что это было правильное решение, там такое ледяное крошево внизу. То есть, в общем, это было такое, проверка интуиции на то, правильная она у нас или нет. Вот. Вроде бы мы спустились, поняли, что по-другому мы бы не спускались, если бы даже знали нитку. То есть, мы угадали направление движения, но это было такое, чистая игра в интуицию. Вот, это да, лежим. Видосик сниму. Так, это вот мы спустились вот оттуда, вот этой стене юго-западной стене Анапурны 3. 2,5 дня спускались. Здоровенное стенище. Слегка утомились. Вряд ли кто-то из участников
захочет повторять это мероприятие. Сейчас вот с утра прошли ледопад, распутали, туда вот спустились. Короче, вот эта вот стена, так по ней спустились. Вот, это долина Анапурны, южный и главный. Вот южная, фу, вот это главная Анапурна, то южная. Сейчас пойдем немножко вниз, откуда нас должен забрать вертолет. Жизнерадостный голос Миши, и посмотрели на нас, валяющихся в снегу. Тут надо, наверное, рассказать про нашу раскладку, да, чтобы все стало понятно. Да, значит, мы прикинули так, что типа вроде как там, ну, составили тактический план предварительно, как бы приблизительно, и как бы вроде прикинули, что за 12 дней должны все сделать. Вот, соответственно, взяли еды и газа на 12 дней. Ну, вот это видео на 18-й день было снято. Вот, поэтому в какой-то момент, там понятно, что не на 12-й день, а раньше гораздо, мы поняли, что там наши темпы не такие, как нам хотелось бы. Вот, и начали резать пайку. Вот, ну и типа резали ее там по чуть-чуть, скорость как это только уменьшалась тоже. Вот. И уже под конец как бы стало понятно, что у нас в принципе ну, типа газа очень мало, и мы уже там не можем даже себе позволить ничего готовить, ну горячую еду. Это я уже не знаю, сколько мы там дней типа не хавали, такую, ну ничего там, ни сублиматов, ничего, просто потому что это было очень, ну, очень газозатратно закипятить воду для сублиматов, да, и мы уже поняли, что так, сублиматы мы, значит, перестаем есть, давайте типа просто воду такую. Уже как бы тоже потом поняли, что кипятить чай мы тоже не можем. Просто так типа вот делали слегка теплую воду, разбавляли с изотоником и перешли полностью на сладенькое, вот, на энергетические батончики. Ели уже у нас тоже закончились, мне кажется, в тот момент. Вот. И последние там сколько-то дней уже мы ели там по 1,5 где-то батончика в день. Ну, 2, наверное, максимум. 1,5-2, короче, в зависимости от дня. Вот. Праздник. Да, по праздникам. Типа, не 3 раза, а поединок всегда пятница. Вот. Короче, и вот на 17-й день у нас тупо все уже закончилось. То есть мы просто все съели, все выпили, выжгли весь газ. Утром Миша сделал Нет, это вечером. Да, Миша, вот, да, он был последний вечер дежурным, он вот последние пол-литра воды сделал, типа, и все. И на 18-й день мы уже такие, типа, офигенный тайминг, ничего не надо делать, не допить, не есть. Пошел, вот, но сил, конечно, не добавляю. Да, ну, собственно, вот на этой площадке мы сделали сигнал нашим партнерам из Seven Summit Tracks и сказали, что парни, мы уже там на 5000, там 5200, вот, 5400, или 5400, да. Они сказали, что ну, высоковато для вертушки, спускайтесь на 4500. И вот, Ой, маленькие. и, ну, как бы, дно ущелья, оно как раз было где-то на 4500, и мы, Никитос созванивался с ребятами, он говорит, хорошо, мы спустимся на 4500, вот наша координата просто для того, чтобы вы знали, где мы, а мы пошли как бы вниз. Вот. И, ну, в этот день... В общем, в этот день по закону подлости было очень жарко, то есть палило солнце, в принципе на 5400 уже жарко весьма, когда ну, солнце выходит. Вот. У нас не было ни капли воды, поэтому мы там, начали кушать сосульки. Вот. Кто-то раньше, кто-то позже. Вот. Естественно, как кто-то по одной, кто-то килограммами. По закону подлости весь нас растопился, и нам мы где-то там тропили по колено. В общем, ну то есть мы уже такие были, ну слегка как бы ну, ушатанные. Ну мы понимали, что мы дойдем, куда мы едемся, вот на ущелье, но в принципе уже все происходило очень медленно. То есть, там... Самый прикол, что очень жарко, и ты с себя все снял, как бы, и все это засунул в рюкзак, и рюкзак снова стал 15 килограмм, а ты уже сам пришел 15. Да, начал проваливаться, короче, и там так получилось, то есть мы дали этот сигнал с Seven Summit,
Ну и такие без особых надежд пошли вниз по ущелью. То есть думаем, ну сегодня мы еще там спустимся, вот там речка какая-то. Да, мы еще Да. 2 дня. Куда-то спустимся, хотя бы, чтобы водичка уже текла, там, попьем воды, и то хорошо. То есть еды нет, но хоть вода есть. Вот. И идем в направлении этой воды. Идем, и так получилось, что мы сильно растянулись по склону. Что-то Слава сел переодеваться с Никитой, а я уже был переодетый, они переодевались, наверное, где-то час, снимали с себя штаны. Я с тобой потом пошел, а Славон остался сзади. Да. Такой, да. Славон сидел, снимал штаны где-то час, то есть такие скорости уже у нас были. Ну, просто я их тоже не спешил. Да, мы уже понимали, что все, уже дело сделано, сюда уже ничего не прилетит на голову, ничего не падает, все, уже ровно. То есть уже можно там не спеша как-то сползти. Вот. И я ушел вперед, и такая жарища, я помню, что я что-то держался, но я знаю, что у меня там горло к ангинам такое, в общем, восприимчивое. Если я сейчас начну есть сосульки, у меня там к вечеру может быть ангина. И я держался до последнего, не ел эти сосульки. И такой иду в направлении камешка, под которым тень, и думаю, я там передохну. В общем, доходя метров 200 до камушка, я начал жрать сосульки. Вот, пришел под этот камушек, сел, набрал сосулек, сижу, ел. И тут такой интересный звук слышу, и раз, типа, из-за гребня вылетает вертушка. Это прошло где-то часа 2, Да. 1,5, максимум 2 после То есть, звонка. да, мы там спустили, может, там еще метров там На 200. 5000. Да, короче, на 5000 мы были, и тут, типа, вылетает вертолет, я понимаю, что в этом ущелье ни за кем другим, кроме нас, вертолет не мог прилететь. Вот, да. Я, типа, выскочил из-под камня, махнул рукой, меня сразу же парни заметили, типа, сделали круг и, типа, садятся там выше меня метров на 50. Я не знаю откуда, но я включил лиштека, добежал до них, вот, и тут открывается дверь. Бросил сосульку. Открывается дверь вертушки, оттуда высовывается Минтма и бросает в меня мешком с Кока-Колы. Я такой, опа! Открываю Кока-Колу, начинаю ее залпом пить. И не понимаю, что происходит. И Минтма мне говорит, сиди на месте, мы за Славой с Никитой. Я такой, от меня это устраивает. Кока-Кола. Вот. Сижу, пью Кока-Колу. Тут раз из-за камня Никита появляется. Я ему даю типа Кока-Колу, смотрю в такие же глаза сумасшедшие. Вот. Вертушка слетала за Славой, там где-то повыше. Спустила его вниз, потому что, опять же, то есть ей высоко брать всех настроение. Да. Прилетели, взяли меня с Никитой. Вот, мы спустились чуть ниже на вертушке, уже залазит Слава, мы даем ему Кока-Колу, опять такие же глаза. И через 20 минут мы на аэродроме в Погребе. Да, история такая, что, короче, погода портилась в этот день. Вот, а я, друзьям нашим из Seven Summit Tracks, компания непальская, написал сразу, что типа там, типа в идеале, чтобы вы забрали сегодня, потому что реально мы уже там давно не ели. Хотелось бы. Вот. Да, но надежд мы не питали, да. Ну, такой написал просто, чтобы они понимали, что имеет смысл, типа, похоботиться, а не там завтра за нами прилететь, если вдруг мы дойдем куда надо на 4500. Вот. И мы себе шли, вот. А в это время, в тот день начала портиться погода. И Мингма, один из руководителей компании, он решил лично за нами прилететь с пилотом, потому что они все очень за нас болели. Чуваки, которые руководят компанией, они все сами очень сильные альпинисты, 3 брата. 2 из них были на всех 8000-никах и так ходили достаточно спортивно в свое время. И они сильно так переживали за нас, всячески поддерживали в 2019 году и сейчас. И он, в общем, зная, что у нас там, нам нечего есть, грубо говоря, он такой, нет, типа, не будем дожидаться, полетели, пилоту говорит, за ними, заберем их там, где заберем. Вот. Ну и мы были в этот момент на 5000, он полетел, нас нашли, и пилот, там очень опытный чувак, непалец Собит, он, по-моему, даже рекордсмен в Непале по высоте пилотирования на серийном вертолете без тюнинга, то есть он выше 7000 поднимал машину. Вот. И, короче говоря, они смогли на 5000 спокойно залететь, забрать нас. Вот, да, и привезли в Покхару. В тот же день сразу же, пока еще не захлопнулось окно, это
Сабит успел с Ливона забрать и полететь к нам в базу. Мы все собрали там, ну, в смысле, Славон все собрал, мы с Михой там поразбирали барахло в Похаре на аэродроме, они вернулись, и мы тут же тоже, там, буквально это все длилось в течение 2 часов. Мы запаковали все это обратно в вертолет и полетели в Катманду. И таким макаром мы, типа, утром проснулись еще хрен знает где, распутывали ледопад, Славон там распутывал утром, вот. А вечером... Хавали стейки. Вечером уже жрали стейки. Вот. И прилетели в отель, и решили тоже по приколу сфоткаться. Миху мы, к сожалению, не сфоткали в тот вечер, потому что он в другой комнате жил. Вот. Мы себя успели. Вот. А потом наша подружка Аня Пивнова, редактор Mountain Rouge журнала, попросила нас сфоткаться топлес, чтобы поржать. Вот, ну, собственно, получилось. Вот. Ну, вот это мы довольны на аэродроме. Ну, короче, финал получился вообще сногсшибательный, как в сказке. Как в кино. Когда они, типа, они нам говорят, мы прилетели, вот это, только вылезли из вертушки, ну, нас сняли с горы, и они говорят, ну, сейчас летим собирать базу. Мы такие, о, круто. Славон полетел, снял базу, прилетает, мы думаем, ну, еще, наверное, будем где-нибудь в Похаре жить, потом в автобусе трястись в Катманду. И такой Минго, ну, загружайтесь в вертак, полетели в Катманду. Мы так, в смысле? В Катманду? Говорит, ну, через 1,5 часа вылетим в отеле. Ну, короче, день чудес. Вот. Ну, в этот же день горячий душ, побриться, выпить пиво, съесть стейка, это прямо, ну, такая сказка была. Добавлю еще про скорую, так как у нас был не совсем сам рейс, но все-таки факт обращения там в страховую у нас был и так далее, поэтому соблюсти там все формальности, естественно, было необходимо. И, в общем, Миша поехал с Катманду с аэродрома сразу в отель, а нас с Никитой посадили в реальную скорую и с мигалками через весь Катманду. Вот, в общем, я к тому, что по Катманду я так еще не ездил, если честно, среди всех этих вот велорикш и мотороллеров. Ну, в общем, это классно. Да, короче, если в 2 словах, то, ну, наши эти партнеры, как бы, они говорят, чуваки, так, типа, реально это, ну, там, согласно, как бы, договору страхования, это реально одна из причин, почему вы можете обратиться в страховую, чтобы прилетел за вами вертак. Это то, что у вас, типа, нету еды, там, всего остального, типа, ну, если у вас там есть страховка вот на занятие альпинизмом там нужного класса и, как бы, высота соответствует, да? Так это что вот Томис Ван написал, даже он говорит, что можно, ну, собственно. В итоге он сам связался, ну, менеджер со страховой, и как-то удачно получилось, что, типа, еще я не выключил спутник, и когда мы спускались, позвонили со страховой, там, опросили нас, вот. И, собственно, они же предложили, как бы, ассистанс, ну, страховой, что, типа, давайте наш вертолет заберем. Ну, и в итоге, типа, нас еще по страховке, как бы, забрали, хотя, по сути, все, в принципе, было, ну, условно окей, но все равно приятно. Да, ну и, наверное, поэтому, как бы, Микма нас еще и покатал до Катманду. И да, потом... и, собственно, по правилам, как бы, ну, всего этого мероприятия страховой, мы должны были посетить поликлинику, да. Да, и мы, короче, со Славаном же ездили, отмечались в этот медпункт, и мне говорят, так, если вы хотите, типа, получить за этот вертолет, ну, вам его оплатила страховая, вы должны, типа, тут лечиться. По-любому. Вначале хотели заставить нас еще ночевать. А это было, то есть мы сразу приехали с вертолета туда, с аэропорта. Вот. И мы как бы такие, типа, у нас как в диснеевских мультиках, тут, типа, стейки, да. Вот. Они такие, вы должны остаться на ночь. Мы такие, нет, мы не будем оставаться. Вам не заплатят, вы, типа, пускай. Вот. Ну, короче, как-то договорились в итоге, типа, эти чуваки наши из 77 Tracks помогли нам, ну, то есть тоже с ними что объяснили, что давай, короче, как-то они договорились, что мы не будем ночевать.
Вот. Но все равно для галочки мы должны были пройти там, комплекс процедур. На следующее утро еще раз И еще раз, да, на следующее утро. И нам, короче, со Славоном принесли какие-то тазики с водой, потом сидели вот так, грели ноги и руки, потом пошли уже жрать эти стейки.